Здравствуйте, меня зовут Револьт Пименов или Дон Тритон. С недавних пор я член математического общества Санкт-Петербурга, и я продолжаю рассказ о геометрии окружностей. Мы поговорим сегодня о перпендикулярных окружностях. О них мы уже упоминали ранее на предыдущих уроках, но никаких определений не давалось, и что это за зверь такой перпендикулярной окружности, даже трудно выговорить, не пояснялось. Что ж, давайте на них поглядим. На экране мы видим голубые и золотые окружности. Каждая голубая окружность перпендикулярна каждой золотой. Каждая золотая перпендикулярна каждой голубой. Такая конструкция окружности называется пучком окружностей, точнее двумя пучками. Пучок золотых и пучок голубых окружностей. Заметим, что голубые окружности все проходят через две точки. Мы можем тащить эти точки, менять положение этих точек, которые называются центрами пучка, и, соответственно, меняется конфигурация голубых и золотых окружностей. Но заметим, с точки зрения геометрии окружности эти конфигурации остаются неизменными. Они меняются только на глаз, визуально. Дадим теперь строгое определение перпендикулярных окружностей. На экране мы видим пару окружностей B и A, симметричных относительно окружности C. Поскольку окружность А далека от окружности С, то симметричная ей окружность B похожа на точку, так она мала. Начнем приближать окружность А к окружности С. Мы видим, что окружность B при этом несколько увеличивается, и чем ближе А к С, тем больше B. И, наконец, окружность А пересекает окружность B. И вот тут-то возникает момент, когда окружности А и Б совпадают. Именно в этот момент окружность А перпендикулярна С, когда симметричная к ней окружность совпадает с нею самой. Мы проводим окружность А дальше, и снова наступает этот замечательный момент. Окружности А и Б совпали. Вот они совпадают. Теперь мы просто двигаем окружность А и смотрим, как меняется окружность Б. В какие-то моменты они снова совпадают. Такая пляска окружностей. И, наконец, мы утаскиваем окружность А подальше, на исходное место. В прошлый раз мы получили перпендикулярные окружности методом тыка. Мы таскали окружность по экрану, и до тех пор, пока симметричная ей окружность не совпала с ней самой. Теперь мы проведем перпендикулярные окружности точным образом. Пусть дана окружность, голубая окружность на экране, и мы возьмем произвольную точку и проведем через нее перпендикулярную окружность. Для этого мы просто отразим эту точку относительно голубой окружности. Всякая окружность, проходящая через эту пару точек, симметричных данной голубой, обязательно перпендикулярна голубой. Вот это мы сейчас и видим. Все окружности, которые получаются тасканием третьей точки, все всегда перпендикулярны голубой. Все фиолетовые окружности перпендикулярны данной голубой. Именно это свойство мы использовали на кадре с золотыми и голубыми окружностями. Только там окружностей было очень и очень много. Это свойство мы называем основным свойством перпендикулярных окружностей. Понятие перпендикулярных окружностей во многом калькировано с понятия перпендикулярных прямых. Определение будет в точности совпадать. Две прямые перпендикулярны, если одна симметрична относительно другой. Две окружности перпендикулярны, если одна симметрична относительно другой. А что происходит с основным свойством перпендикулярных окружностей? Каков у него аналог в
в геометрии прямых аналог очень прост. Если мы проведем прямую через две точки, симметричные относительно данной, то полученная прямая будет перпендикулярна данной. Полученная прямая единственна, и поэтому это основное свойство кажется бессодержательным. В геометрии окружностей много окружностей можно провести через две данные точки, а в геометрии прямых всего одна, и да, эта одна будет перпендикулярна. Но в стереометрии все иначе. Если мы рассмотрим две точки, симметричные относительно данной плоскости, то всякая плоскость, проходящая через две данные точки, будет перпендикулярна, а не симметрична данной плоскости. Это мы и видим вот сейчас на экране. Именно стереометрия дает содержательный пример. В ней выполняется аналог основного свойства перпендикулярных окружностей. Это происходит потому, что в стереометрии через три точки проходит одна и только одна плоскость. Подобно тому, как в геометрии окружности через три точки проходит одна и только одна окружность. Мы видели, что через одну точку можно провести бесчисленное множество окружностей, перпендикулярных данных. А через две точки, пусть нам даны две точки P и Q, и мы хотим провести окружность, перпендикулярную данной А. Сколько таких окружностей? Существуют ли они? Ответ прост. Такая окружность существует и единственна. Для того, чтобы ее провести, нам достаточно отразить точку P относительно А и провести окружность через точки А от P, P и Q. Через три точки можно провести одну и только одну окружность. Эта окружность и будет исходной. Итак, мы видим, что через любые две точки мы можем провести одну единственную перпендикулярную данной окружность. Обратим внимание, точки P и Q абсолютно равноправны. Мы могли бы отражать не точку P относительно а точку Q относительно А. И окружность бы проходила через P, Q и А от Q. Но эта окружность должна была бы совпасть с первой. Отсюда следует вывод. Две пары симметричных относительно данной окружности точек обязательно лежат на одной окружности. Точки P, Q, А от P и А от Q обязательно лежат на одной окружности. Это я называю первой теоремой статической геометрии. Пусть теперь нам дана точка X и две окружности А и Б. Сколько окружностей можно провести через X, перпендикулярных А и Б? Как их провести? Чтобы сделать это, отразим точку X относительно а затем результат отразим относительно B. Мы получим точки А от X и B от А от X. И проведем через эти три точки окружность. Она оказывается симметричной, перпендикулярной А и Б и проходящей через X. Что она проходит через X, это очевидно по построению. А почему она перпендикулярна А? Да потому что на ней есть пара симметричных относительно А точек X и А от X. Почему она перпендикулярна относительно B? Потому что на ней есть пара симметричных относительно B точек А от X и B от А от X. По основному свойству перпендикулярных окружностей отсюда следует, что наша окружность, проходящая через X, А от X и B от А от X, на чертеже она обозначена C, перпендикулярна А и B. Что и требовалось. Из построения очевидно, что такая окружность существует и что она единственная. Подведем итоги. Перечислим, что мы узнали за этот урок. Первое. Две окружности называются перпендикулярными, если при симметрии относительно одной из них вторая переходит в себя. Второе. Это означает, что если А и Б перпендикулярны и точка X лежит на B, то и точка А от X, симметричная X относительно А точка, также лежит на B.
Верно и обратное. Если на окружности B есть пара точек, симметричных относительно А, то А и Б перпендикулярны. Это мы называем основным свойством перпендикулярных окружностей. Поэтому через данную точку проходит бесконечное количество окружностей, перпендикулярных данной. Через две точки можно провести одну и только одну окружность, перпендикулярную данной. Через данную точку можно провести одну окружность, перпендикулярную двум другим данным окружностям. К этому добавим наш пример со стереометрией. Поведение перпендикулярных и симметричных плоскостей оказывается подобным поведению перпендикулярных и симметричных окружностей. И это совершенно не случайно. Именно геометрия Лобачевского теснейшим образом связана с геометрией перпендикулярных окружностей. Но чтобы разобраться, почему это так, нужно уйти далеко-далеко. Может быть, нам удастся это сделать на этих уроках. Спасибо за внимание и до новых встреч.